Привет всем, меня зовут Митя Савелов, я представляю Change.org. Оля и Костя попросили меня рассказать буквально за 3 минуты о том, чем мы занимаемся в Change.org, что такое Change.org, ну и немножко рассказать, наверное, об успешных компаниях. Если очень кратко, наверное, вы знаете, кто мы такие. Change.org – это глобальная платформа, на которой любой человек может создать свою или поддержать уже существующую петицию о совершенно разных проблемах, о тех проблемах, которые волнуют этого человека. И в Беларуси мы работаем несколько лет. Вообще на русском языке мы работаем несколько лет. И за это время мы, конечно, выросли. В Беларуси у нас 25 тысяч пользователей. В России у нас гораздо больше, в районе 4,5 миллионов. Если говорить про Россию, например, где мы сейчас активнее работаем, с начала года уже более 1 миллиона россиян участвовали в кампаниях, которые стали победами. Оля и Костя уже наверняка вам рассказали про свой опыт работы в своей сфере, и те инструменты, те ресурсы, которые они используют для того, чтобы привести свою компанию к победе, организовать успешную компанию. Вот. Change.org – это такой же один из таких инструментов, один из таких ресурсов, которые вы можете использовать в своей деятельности, в своих гражданских инициативах. Я могу рассказать, допустим, дать там 4 совета основных, которые мы обобщили из опыта, вывели из опыта успешных компаний в России, в частности, и в Беларуси также, конечно. Вот. 4 те вещи, которые объединяют успешные компании. Это 4 основные моменты, конечно, их гораздо больше. Но если так кратко, то успешные компании фокусируются вокруг маленькой большой проблемы. Маленькая большая проблема, мы имеем в виду, это вот что-то из серии вопроса «Как съесть слона?» Если кто-то хотел бы съесть слона. Это жуткое, конечно, сравнение, но как иллюстрация довольно яркая. Как съесть слона? Разделить его на части и съесть по частям. То же самое и в решении комплексных проблем. Комплексные проблемы сложно решать без сообщества поддержки, той группы поддержки, которая идет с вами до конца, до победы, например. Вот. Такая группа, такое сообщество людей формируется за счет маленьких конкретных побед. Конкретные победы, конкретные кампании, они более вирусные, они более понятны, они также легче решаются, чем, не будем говорить легко, но легче решаются, чем кампании, например, я не знаю, за изменение законодательства или кампании по реформе здравоохранения в стране и так далее. То есть реформа здравоохранения, проблему реформы здравоохранения в стране или там проблему защиты окружающей среды можно представить через конкретные случаи защиты парков, улучшения зеленых зон и так далее. Поэтому фокусируйтесь на маленькой большой проблеме, пытайтесь выделить эту часть и работайте с ней, двигайтесь дальше. Побеждая, двигайтесь дальше. Расскажите вашу историю. Это второй совет, который мы обычно даем. Личные истории, они вдохновляют людей к действию, они мотивируют людей лучше, чем какая-то общая информация или сухой текст, или сухой призыв. Люди понимают, что парки важны, например, но расскажите эту историю через глаза, то есть эту проблему через историю, например, молодой семьи от какой-то конкретной, или ребенка, которому необходим свежий воздух. Что-то такое, что поможет людям понять и на своем примере, на своей ситуации прочувствовать, что именно эта проблема означает, для чего нужна эта компания, почему она важна. И очень часто адресаты, как мы видим в России, в Беларуси, очень часто адресаты компаний реагируют более эмоционально и лучше на конкретные истории, нежели какие-то, например, компании с общей информацией. Третий совет – это, конечно же, выбор правильного адресата.
На Change.org мы заметили очень много компаний, которые там, ну, наверное, большинство петиций, я не знаю, либо Лукашенко, либо Путину, хотя огромное их количество совершенно не должны быть адресованы этим людям. Есть люди на более местном уровне, которые способны эти проблемы решать. Задача таких компаний, задача компаний, онлайн-компаний, это взаимодействие с адресатами. Там, ваша петиция – это способ взаимодействия с адресатами, ее адресатами. Поэтому очень важно определять. И эффект, конечно, компании, результат зависит от того, насколько вы эффективно взаимодействуете, сколько вы можете получить ответ, насколько вы можете договориться с адресатом. Поэтому важно определять это, важно исследовать, это важно делать до того, как вы начинаете компанию, понять, кто те люди, что за они, как они общаются с их, там, не знаю, группой поддержки, с населением, какие каналы связи. Все вот это нужно знать перед тем, как вы начинаете компанию. И, конечно, последнее, четвертое, это активизируйте ваше сообщество. В Change.org мы постоянно говорим, что онлайн-петиции – это не просто документ с подписями, виртуальный документ с подписями. А самое главное достоинство онлайн-петиции – это возможность общаться с людьми, которые подписали вашу петицию. Это люди, которые пришли на страницу, оставили свою подпись, потому что они также сопереживают вашей проблеме. Они также считают, что проблема важна, они также хотят ее решить. И очень часто мы забываем, что за подписью стоит конкретный человек. Человек, который способен, который не то что способен, который хочет помочь больше, чем просто поставить свою подпись. Он способен помочь своим временем, ресурсами, контактами. Так что используйте это. Общайтесь с подписчиками петиции, задавайте им вопрос, узнайте, кто они, спросите у них, как они могут помочь. Далее вы можете их постоянно вовлекать в какие-то различные акции, попросите их написать массово через интернет-приемную адресатам петиций, попросите их массово позвонить в определенный день, попросите сделать пост в своих соцсетях. Можно сделать уйму вещей, даже если вашу петицию подписало 100 или 1000 человек. Представьте, 1000 писем, 1000 звонков. Это довольно огромный ресурс, это очень важный ресурс. Кроме того, среди подписчиков есть и адвокаты, и юристы, и эксперты, и волонтеры, которые помогут вам в силу своих возможностей, своих знаний и умений. Используйте это, общайтесь с ними. Ну, наверное, вот 4 основных таких совет, который я бы мог дать. Ждем отличных компаний, ждем новых петиций, будем рады вам помочь как можем. Спасибо.